Что охраняют лучше, чем ядерное оружие? Один рецепт напитка спрятан в хранилище, которое не откроют даже за миллиарды долларов. А к другому объекту представлена армия, готовая стрелять на поражение без предупреждения. И это еще не самое невероятное, что вы сейчас увидите. На нашей планете есть места, куда не пустят ни президента, ни миллиардера, ни самого влиятельного человека в мире. Их прячут за стенами толщиной в несколько метров, охраняют круглосуточно и окружают легенды. Но что скрывается внутри на самом деле? Начнем с объекта, который защищают вооруженные люди, хотя внутри всего лишь клочок бумаги. Впрочем, к бумаге мы вернемся чуть позже, потому что первое место в нашем топе — это объект, который построили буквально на случай конца света. Далеко за полярным кругом, на норвежском архипелаге Шпицберген, в толще промерзшей горы спрятано всемирное семенохранилище. Местные называют его просто «хранилище судного дня». Вход в него выглядит как узкий бетонный клин, торчащий из склона посреди ледяной пустыни. За ним длинный тоннель, уходящий на 120 метров вглубь горы. Там, при постоянной температуре минус 18 градусов, хранятся семена почти всех сельскохозяйственных культур планеты. На сегодняшний день это больше 1 миллиона образцов, от риса и пшеницы до сортов, которые уже исчезли в дикой природе. Это генетический банк человечества, страховка на случай ядерной войны, глобальной катастрофы или пандемии, которая уничтожит урожаи по всему миру. Место выбрали не случайно. Вечная мерзлота сохранит семена замороженными, даже если откажет вся техника и пропадет электричество. Гора расположена так высоко, что хранилище не затопит, даже если растают все ледники Земли. А еще Шпицберген — одно из самых политически спокойных мест планеты, куда крайне маловероятно долетит ракета. И все же однажды природа проверила защиту на прочность. В 2016-м аномально теплая зима растопила часть вечной мерзлоты, и во входной тоннель просочилась вода. До семян она не дошла. Их спасли десятки метров породы и низкая температура. Но норвежцы восприняли это как тревожный звонок и потратили миллионы на дополнительную гидроизоляцию. Попасть внутрь почти невозможно. Двери открывают лишь несколько раз в год, чтобы принять новые партии семян. Ключи есть у ограниченного круга людей, а само хранилище не принадлежит ни одной стране. Оно общее для всего человека. Но если это лишь семена, то что охраняют настолько серьезно, что к объекту не подпускают вообще никого живого? Ответ прячется в самом узнаваемом газированном напитке планеты — в Кока-Коле. Точнее, в ее секретной формуле, которую компания охраняет уже больше 130 лет. История началась в 1886-м, когда аптекарь Джон Пембертон в Атланте смешал сироп, ставший основой напитка. Рецепт передавали из рук в руки, держали в строжайшей тайне и десятилетиями хранили в банковском сейфе в том же городе. Компания настолько параноидально относилась к секрету, что, по легенде, полную формулу знали одновременно лишь 2 человека, и им запрещалось летать одним самолетом, чтобы в случае катастрофы тайна не погибла целиком. В 2011-м рецепт торжественно перевезли из банка в специально построенное хранилище во Всемирном музее Кока-Колы в Атланте. И вот тут начинается самое интересное. Хранилище выглядит как массивная стальная дверь с кодовым замком, встроенная в стену. Подойти к ней могут туристы, сфотографироваться, пожалуйста. Но открыть ее невозможно, доступ имеет крайне ограниченный круг руководителей, а сама процедура окружена такой секретностью, что компания даже не раскрывает, сколько человек знают полный состав. Но открыть ее невозможно. Доступ имеет крайне ограниченный круг руководителей, а сама процедура окружена такой секретностью, что компания даже не раскрывает, сколько человек знают полный состав. Зачем такая охрана обычному сиропу? Дело в деньгах. Бренд Кока-Колы оценивают в десятки миллиардов долларов, и вся эта стоимость держится на легенде об уникальном вкусе, который якобы невозможно повторить. Химики давно заявляют, что при современном оборудовании состав можно разложить на компоненты в лаборатории за считанные дни. Но компании это невыгодно признавать, ведь тайна рецепта и есть главный маркетинговый актив, стоящий дороже любого завода. Были и попытки украсть секрет. В 2006-м 3 человек, включая сотрудницу компании, попытались продать конфиденциальные документы и образцы продукции главному конкуренту. Но в Pepsi поступили неожиданно. Сразу сообщили о предложении в Coca-Cola и в ФБР. Воров арестовали, а сотрудницу приговорили к 8 годам тюрьмы. Итак, семена и рецепт напитка прячут ради будущего и ради денег. Но следующий объект охраняют совсем по другой причине. Там за стенами скрыто то, что нельзя увидеть ни одному человеку в мире, кроме избранных. Спуститься под землю Манхэттена на глубину 25 метров
и оказаться среди самого большого золотого запаса на планете. Это подвал Федерального резервного банка Нью-Йорка, вырубленный прямо в скальном основании острова. Здесь, ниже уровня океана, лежит около 6000 тонн золота в слитках. Самое удивительное, почти ничего из этого золота не принадлежит Соединенным Штатам. Хранилище работает как гигантский банковский сейф для других государств. Десятки стран держат здесь свои резервы, разложенные по отдельным отсекам. Когда одна страна расплачивается с другой, слитки физически не вывозят из здания. Работники просто перекатывают их на тележке из одного отсека в другой. Международный долг гасится тем, что золото переезжает на несколько метров под землей Манхэттена. Вход в само хранилище — это единственный проход, закрытый стальным цилиндром весом около 90 тонн. Он вставлен в раму и при повороте герметично запечатывает вход. Ни двери, ни замочной скважины в привычном смысле здесь нет, внедно. Конструкция закрывается так плотно, что становится водо- и воздухонепроницаемой. Открыть ее могут лишь несколько человек, зная свои части комбинации. В одиночку не справится никто. Каждый слиток при поступлении взвешивают, проверяют пробу и заносят в реестр. Работники передвигаются по хранилищу в специальной защитной обуви с магниевыми накладками, на случай, если тяжеленный слиток сорвется и упадет на ногу. Один такой брусок весит около 12 килограммов и стоит сотни тысяч долларов. За всю историю отсюда не пропало ни одного слитка. Система учета устроена так, что любая ошибка всплывает мгновенно, а покинуть подземелье с золотом незамеченным попросту невозможно. Слишком много контролеров, весов и запертых уровней между хранилищем и поверхностью. И вот парадокс. Тонны золота стерегут строго, но все-таки о них хотя бы известно, где они и сколько их. А есть на планете объект, само содержимое которого. Государственная тайна такого уровня, что охрана готова открыть огонь по любому, кто просто подойдет слишком близко. В пустыне Невады, примерно в 130 километрах от Лас-Вегаса, есть участок земли, которого десятилетиями официально не существовало. На картах пустое место. В документах правительства молчание. Люди называют его зона 50, зона 51. Это военный объект, окруженный десятками километров пустыни и горами. Еще на дальних подступах к нему стоят предупреждающие таблички. За ними фотографировать запрещено, а применение силы разрешено вплоть до смертельного. Охрану здесь прозвали кэмо-дюдами, людьми в неприметных внедорожниках, которые появляются словно из ниоткуда, стоит подойти слишком близко к границе. Они наблюдают за нарушителями через оптику, а датчики движения и камеры разбросаны по всей округе, некоторые замаскированы под камни и кусты. Воздушное пространство над объектом закрыто наглухо. Гражданским самолетам туда нельзя, а любой борт, залетевший без разрешения, рискует быть перехваченным. Спутниковые снимки долгое время были размыты или отсутствовали. Именно эта тотальная секретность и породила легенды о разбившихся тарелках и телах пришельцев, которые якобы изудюют в подземных ангарах. Реальность, судя по рассекреченным документам, оказалась приземленнее, но тоже впечатляющей. Здесь испытывали самые секретные самолеты в истории авиации. Разведчик, летавший на высоте более 20 километров, и первые машины, невидимые для радара. Все, что противник не должен был увидеть, поднимали в воздух именно над этой пустыней. Существование базы правительства признало лишь в 2013-м. Спустя более полувека после начала работ. Но что именно там происходит сейчас, не знает почти никто. Сотрудники подписывают документы о неразглашении, а часть из них десятилетиями возили на работу спецрейсами из Лас-Вегаса на самолетах без опознавательных знаков. Когда в 2019-м в интернете в шутку призвали толпу штурмовать зону 51, чтобы узнать правду, военные отреагировали предельно серьезно, предупредив, что вторжение на объект смертельно опасно. Ни один по-настоящему приближаться так и не рискнул. Потому что здесь охраняют не золото и не рецепт, здесь охраняют саму информацию. И это подводит нас к ответу на главный вопрос. Так что же охраняют на планете строже всего? Ни семена, ни золото и даже не секретные самолеты. Строже всего оберегают то, чем можно уничтожить весь мир – ядерное оружие и приказ на его применение. В Соединенных Штатах существует объект, где принцип защиты доведен до предела. Президента повсюду сопровождает офицер с чемоданчиком, который в прессе прозвали ядерным футляром. Внутри средства связи и документы, позволяющие отдать приказ о запуске за считанные минуты из любой точки мира. Сам чемоданчик не запускает ракеты, но без него и специальной карты с кодами, которую глава государства обязан носить при себе, полноценно санкционировать удар нельзя. Сами ракеты спрятаны в шахтах, разбросанных по глухим районам страны, и в подводных лодках, которые месяцами не всплывают, растворяясь в глубинах океана. Пусковые бункеры устроены так, что ни один человек не может начать войну в одиночку. Приказ подтверждают минимум 2 офицера, поворачивая ключи одновременно, а замки расположены слишком далеко друг от друга, чтобы дотянуться до обоих сразу. Доступ к самим боеголовкам защищен кодовыми блокираторами. Без верной комбинации заряд просто не сработает, даже если попадет в чужие руки. Именно здесь охрана достигает абсолюта.
Золото можно застраховать, семена Деста вырастить заново, рецепт разложить в лаборатории. А ошибка с ядерным оружием исправлению не подлежит, второго шанса не будет ни у кого. Поэтому вокруг него выстроена самая сложная и дорогая система защиты в истории человечества. От бетонных шахт и подводных лодок до людей, которые физически не способны нажать кнопку в одиночку. Получается, лучше всего на Земле охраняют не сокровища и не тайны прошлого, а возможность в один миг оборвать будущее. И самое тревожное здесь то, что вся эта чудовищная мощь в конечном счете держится на нескольких людях, чемоданчике и 2 повернутых ключах.